Всем доброй ночи. Итак, дорогие друзья, хочу вам подарить заговор на суахили. Это относится к магии Вуду. Я думаю, что мои подписчики, которые давно со мной на моем канале, уже знают, что магия Вуду делится на две категории, как и все направления магии. Это поклонение и служение. Служение – это та часть, та категория, которая относится к профессиональной магии, то есть есть определенные ритуалы, заговоры, обряды, которые могут выполнить только люди, у которых, скажем так, большой стаж работы, если можно так сказать, именно в сфере магии, потому что их энергия, привыкшая к этим силам, к этим работам. Кроме всего прочего, есть разрешение для этих людей пользоваться более сильными сторонами магии, темными. А есть вторая часть – это поклонение. Это просить, получать, обращаться к силам и получать их помощь. Это и есть часть поклонения в магии. Вот точно так же в магии Вуду существует, скажем, два направления. То, что я вам дарю, это называется поклонение. Вы просите у сил, различных сил, силы африканского эгрегора, и получаете помощь. Я вам хочу сказать, что многие светловолосые, голубоглазые, абсолютно европейской внешности люди часто говорят, что у них очень хорошо получаются монгольские заговоры, что у них очень хорошо и быстро срабатывают заговоры на суахили. Понимаете, казалось бы, совершенно европоидная раса. Это говорит о том, что у совершенно далекого от африканских корней человека может быть совпадение с какой-то долей вероятности, генетическое совпадение, либо энергетическое совпадение. И вот у этого человека срабатывает, казалось бы, совершенно не имеющего отношения к эгрегору суахили, Африке, Вуду. Именно поэтому и дано большое количество работ, поскольку очень может быть, что каждый человек, не может быть, а большая вероятность, что каждый человек найдет подходящий для себя по своей энергии и по своему душевному устройству ту работу, которая ему поможет. Итак, что нужно для этого ритуала? Вам нужно либо открыть сундуки с вашими драгоценностями, класть на алтарь. Вот то, что вы хотите приумножить, на то и читайте. Одним словом. Если есть заговоры, которые читаются на имущество, глядя, то здесь, собственно, схожесть какая-то есть. С той лишь разницей, что здесь нужно зажечь золотистую свечу, разложить, например, деньги разложить. Не все, которые у вас имеются, просто деньги. Можете карты положить, денежные, то есть банковские, естественно. Можете свои украшения разложить на алтарь, 5 раз начитать и собрать все. Золотистую свечу можете использовать и в других ритуалах. То есть это не принципиально. Но для этого ритуала каждый раз нужна золотистая свеча. Та или другая. Зажигайте свечу, читайте 5 раз. И вы со временем заметите, что ваших украшений, ваших денег, то есть ваших возможностей станет больше.
Те, которые часто пользуются заговорами Вуду, они вам скажут, насколько они сильно срабатывают. Вообще все направления магии сильные, нет слабой магии. Но есть особенно сильная магия, которая получается у всех. Это Вуду, если сделать правильно. Итак, еще раз попрошу внизу не писать. Дайте, пожалуйста, текст. Потерпите. Через несколько дней я обязательно выложить текст. Она сейчас очень загружена, но она выкладывает в любом случае. За несколько дней печатает человек, набирает весь текст с объяснением и выкладывает. Поэтому, пожалуйста, внизу не писать и заказы не раздавать. Это меня раздражает. Не можете терпеть, значит, перепишите с моих слов. Постарайтесь написать именно так, как я произношу, и будет правильно. Миунджу нисикие. Bahati nzuri, kuja nyumbani, kwanju sikia ombi langu, kuongeza utajiri wangu, moja inakuwa mia, mia inakuwa elfu, thahabu, fetha kwa fetha, pesa kwa pesa. Зидиша, зидиша, зидиша. На ивехивио. Специально читаю медленно, чтобы могли записать. Миунгу нисикие. Bahati nzuri. Kuja nyumbani. Kwanju sikia ombi langu. Kuongeza utajiri wangu. Moja inakuwa mia, mia inakuwa elfu, thahabu, fetha kwa fetha, pesa kwa pesa, zidisha, 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 на ивехивио. Примерный перевод: деньги притянут деньги, золото притянет золото, серебро притянет серебро и так далее. И все это с помощью богов и обращения к ним. Те, которые читают часто мои заговоры на суахили и на других языках вуду, они говорят, что такое ощущение, как будто они всю жизнь их читали. То есть им очень близка вот эта вот энергия этого языка. Миунгу нисикие, bahati nzuri, kuja nyumbani, kwanju sikia ombi langu, kuongeza utajiri wangu. Moja inakuwa mia, mia inakuwa elfu, thahabu kwa thahabu, fetha kwa fetha, pesa kwa pesa, zidisha, 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 na ivehivyo. Miungu nisikie, bahati nzuri, kuja nyumbani, kwanju sikia ombi langu, kuongeza utajiri wangu. Moja inakuwa mia, mia inakuwa elfu, thahabu kwa thahabu, fetha kwa fetha, pesa kwa pesa, zidisha, zidisha, на ивехивио. Тхахабу – золото, фетха – серебро, песа – деньги. А знаете, как называется удача на суахили? Богатый. Не случайно все-таки переплетение языков. Вот мы тоже считаем, что богатые люди удачливые заодно. Miungu nisikie, bahati nzuri, kuja nyumbani kwanju, sikia ombi langu, kuongeza utajiri wangu. Moja inakuwa mia, mia inakuwa elfu, thahabu kwa thahabu, fetha kwa fetha, pesa kwa pesa, zidisha, 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 на ивехивио. Я знаю язык вуду, именно касаемо суахили. Не могу сказать, что я говорю на суахили, но я очень долго изучала именно язык вуду, потому что он чаще всего на суахили, больше всего и перенасыщенно на суахили. Вы можете мои работы на суахили встретить у разных авторов. Они начали их издавать без моего ведома. Где вижу, говорю,
объясняю, где-то скандалю. Ну а что еще делать? Те, которые говорят, что не обращайте внимания, вы положите у себя в сундуки деньги, а пусть кто-нибудь заберет, а вы не обращайте внимания на это. Хорошо? Это одно и то же воровство. Интеллектуальное воровство. Тут даже дело не в деньгах или в чем-то еще. Я создаю, вот сейчас 1:30 ночи, а у меня еще очень много дел впереди, я должна еще работать и делать, а кто-то возьмет и готовое у себя издаст. Вы считаете, это правильный, достойный поступок, чтобы еще мне советовать, ничего не говорить? Я так не считаю. Миунгу или Миунджу – боги, чтобы вы знали. Благословение богов, или боги помогите, или дайте мне боги, или с помощью богов. Миунджу нисикие бахатин зури. С помощью богов вызываю или призываю удачную долю или удачную жизнь. Одним словом, вы поняли, о чем речь, если кому-то очень интересно. Миунджу нисикие бахатин зури. Куджа нуюмбани кванджу. Сикия омби лангу. Куангеза утаджири вангу. Моджа инакува мия. Мия инакува эльфу. Тхахабу кватхахабу. Петха квафетха. Песа квапеса. Зидиша, зидиша, зидиша. На ивехивио. Пусть будет так, на ивехивио. Миунджу нисикие бахатин зури. Кунджа нуюмбани кванджу. Сикия омби лангу. Куангеза утаджири вангу. Моджа инакува мия. Мия инакува эльфу. Тхахабу кватхахабу. Фетха квафетха. Песа квапеса. Зидиша, зидиша, зидиша. На ивехивио. Я думаю, что даже от произношения, поскольку я четко и ясно говорю вам, вы сами можете переписать этот заговор и произносить. Почему столько заговоров на разных языках, я уже объяснила. Каждому человеку свое. Есть абсолютно русские по крови люди, и из поколения в поколение я знаю, что они русские. То есть у них нет даже смешанных кровей. Но им не подходят вообще русские заговоры, не получаются. Они начинают монгольские читать, армянские, грузинские, на суахили. У них все начинает продвигаться и получаться. У них вот здесь срабатывает. Это нормально, ничего тут такого нет. Для их энергии вот это совпадает больше. Именно поэтому и дается столько заговоров на разных языках. Потому что у каждого языка есть своя сила, своя энергия. Слово вибрации не люблю, потому что их используют, знаете, надо, не надо, везде вибрации какие-то суют. И когда уже произносишь, как-то дешево слышится это слово вибрации. Ну, если уж так хотите, вибрации языка, хорошо. Желаю вам удачи, пользуйтесь во благо и живите хорошо. Вы этого достойны. Если вы решили, что вы хотите жить хорошо, значит, вы можете жить хорошо. Время пришло. Всем всего хорошего.